Всем привет, с вами канал Математические эксперименты. Сегодня у нас на повестке главная теорема о простых числах, которая звучит таким образом. Количество простых чисел меньше, чем n, примерно равно n разделить на логарифм n. На строгом математическом языке это звучит таким образом. Предел этого отношения равен единице. Сегодня мы эту теорему не докажем, это довольно сложно. Зато мы докажем вот такие вот два неравенства. То, что это выражение лежит между двумя положительными числами а и b, некоторыми конкретными положительными числами. Этой задачкой много занимался Пафнутий Чобышев, тот самый, про многочленно которого я недавно рассказывал. Сам он в 1852 году получил вот такой результат. То есть константы а и b, которые у него были, они достаточно близки к единице. Но существование предела ему не удалось доказать. Хотя он был близок к этому. Он доказал, что если предел есть, то он равен единице. Очень необычное утверждение. Существование этого предела доказали потом, лет через 45, и доказательство было основано на зета-функции Римана, на том, что у нее есть полюс в единичке, и то, что все ее нули лежат левее вертикальной прямой с вещественной частью равной единице. Вот. Но это сложный момент. Гораздо проще получить эти неравенства. Вот это вот неравенство правое вообще просто получить с помощью школьных методов и с помощью чисел Каталана, про которые мы недавно с вами узнали. Вообще, я хотел бы, чтобы это видео воспринималось не как такое видео, целью которого доказать неравенство. Мне хотелось бы, чтобы оно воспринималось совершенно по-другому. Вот набрели мы на числа Каталана, обратили внимание на интересные свойства простых чисел в этих числах Каталана, стали развивать это наблюдение и случайным образом набрели сначала на одно неравенство, а потом на второе. И как бы целью этого видео является показать этот путь самурая, когда нет цели, а есть просто некоторая новая территория, которая нам открылась, и интересные наблюдения. И мы двигаемся туда, куда нас ведет свет. Мы накапливаем важные факты наблюдения, и потом они нам пригодятся, чтобы решать конкретные практические задачки. Чтобы двигаться к цели, эти накопленные наблюдения нам сильно будут помогать. Кроме этого неравенства мы получим и другие неравенства, и также красивые картинки. Вот это, например, картинка. Что она означает? Давайте я попробую так сразу рассказать. Возьмем числа Каталана и посмотрим, чему равняется степень двойки в этих числах Каталана. В числах Каталана c1, c2, c3 и так далее. Применим accumulate к этому ряду чисел. Далее вычтем из него n плюс 1 логарифм n плюс 1, и вот мы как раз получим данную функцию, такую красивую фрактальную функцию. А если мы ее разделим на n, то получим вот эту штуку. То есть здесь показана как бы функция степени простого числа 2 в произведении первых n чисел Каталана. Минус какая-то базовая функция n плюс 1 на логарифм n плюс 1. Ладно, давайте двигаться. Вот мы получили с вами числа Каталана, cn, и явную формулу для них. Нам, конечно, проще работать будет сегодня не с этими числами, а с числами, которые в n плюс 1 раз больше. Просто с биномиальным коэффициентом 2nn. Давайте определим. Вот наши числа Каталана. Вот первые 10 биномиальных коэффициентов. Я буду их называть центрированными биномиальными коэффициентами, потому что это, по сути дела, вот эти вот числа 2, 6, 20, 70. Это вот эти вот числа 2, 6, 20, 70. Давайте я их обведу в рамочку. В общем, мы сегодня будем с вами изучать эти вот биномиальные коэффициенты, изучать степени простых чисел в них и делать интересные наблюдения. Вот наблюдение номер раз. Остатки от деления на 5 этих биномиальных коэффициентов выглядят вот таким образом. Какие-то остатки идут, а потом длинная последовательность нулей. Снова не нулевые,
потом снова длинная последовательность нулей. Это верно и для семерки, и для 11. Все время встречаются такие длинные последовательности нулей. Давайте изучим эти нули. 0 означает, что есть делимость на простое число p. А на какую именно степень p делится число b? Для этого мы определим функцию vp, которая равна степени простого числа p в целом числе x. Вот, например, для 5, что мы имеем. Тут у нас было остатки 2, 1. Это значит, что число не делится на 5. Потом 0, 0. Значит, что число делится на 5. И здесь написано, что оно делится на первую степень пятерки. Потом опять не делится, потом опять делится. Встречаются числа, которые делятся на 5 в квадрате, на 5 в кубе. Ну и вообще, при желании там можно найти числа, которые делятся на любую степень пятерки. Но очень медленно растет вот эта вот максимальная степень пятерки в биномиальных коэффициентах. И это интересное наблюдение. И интересно также, что периодически мы имеем тут нули. То есть как бы далеко мы не ушли в этих биномиальных коэффициентах, все равно будут встречаться числа, которые не делятся на 5. Вот. По формуле Bn мы расписываем и получаем такое, что степень простого числа p в Bn равна разности этих двух выражений. Функция Vp, она абсолютно аддитивная функция арифметическая. Vp от a умножить на b равно Vp от a плюс Vp от b. Ну а тут, когда мы делим, получается разница. По сути дела, мы с вами сегодня попробуем записать вот это вот равенство. Я его назвал VP Identity, но это не официальное его название, неправильное. То, что x раскладывается в произведение степеней простых чисел, можно записать вот таким образом. Мы просто взяли логарифм от x, и тогда вместо произведения мы имеем сумму логарифм π на степень простого числа p внутри x. И мы применим это вот элементарное равенство к разным выражениям и получим то, что нам нужно. Но вообще давайте для начала с очень простой штуки начнем. Сразу же на халяву для школьников получим очень интересный результат. Результат такой. Понятно, что биномиальный коэффициент срединный меньше, чем 2 в степени 2n. Ну, то есть, вот рассмотрим это разложение, 10-ю строчку и треугольника Паскаля. Возьмем этот самый срединный биномиальный коэффициент, и совершенно очевидно, что он меньше, чем 2 в степени 10. Просто потому, что сумма всех коэффициентов, это x равно 1, дает 2 в степени 10. Итак, очевидное неравенство с одной стороны, а с другой стороны, по формуле видно, что в Bn простые числа, которые больше, чем n, находятся в числителе, и они не могут быть сокращены тем, что находятся в знаменателе. 2n факториал – это произведение чисел от 1 до 2n. n факториал – это произведение всех чисел от 1 до n. И тут их две штуки. И простые числа больше, чем n, не могут возникнуть в знаменателе. Это значит, что Bn точно больше, чем произведение всех простых чисел от n плюс 1 включительно до 2n. Вот что мы хотим сегодня записать для начала. 2 в степени 2n больше, чем произведение простых чисел от n плюс 1 до 2n. Школьный результат абсолютно. Введем определение. Так, назовем эту функцию θ от n. И она пусть у нас равна произведению всех простых чисел меньше, чем n, и логарифму. Логарифм от произведения записывается как сумма от логарифмов. И тогда вот эта вот штука, когда мы берем логарифм от обеих частей, дает нам вот это вот 4 в степени n. Значит, логарифм 4n больше либо равно, чем
θ от 2n минус θ от n. Давайте запишем это несколько раз для n, n пополам, n на 4, n на 8 и так далее. Запишем здесь логарифм n по основанию 2 строчек и просуммируем эти неравенства. Что мы получим? Слева мы получим логарифм 4 умножить на 2n. 2n это сумма всех этих вот множителей плюс 1. А здесь мы получаем сокращение. Вот это сокращается с этим. И так далее. И получается только первая часть. В итоге θ от 2n меньше, чем вот это. Ну а когда мы подставляем сюда n пополам, получаем θ от n меньше, чем логарифм 4n. То есть 1,38 бла-бла-бла умножить на n. Кстати, мы уже этой функцией с вами занимались в одном из видео и получили такой экспериментальный результат. То, что θ от n на самом деле примерно n, а дальше нечто меньше, чем n асимптотически. То есть правда, скорее всего, точнее, правда в том, что у θ от n есть асимптотика. Если мы θ от n разделим на n, то в пределе получим единицу. Это теорема, которая эквивалентна на самом деле prime number theorem. Вот. Мы ее как бы увидели с помощью эксперимента численного, но не доказали. Короче говоря, правда в том, что вместо 1,38 надо писать 1, но значит, это не так-то просто. Пока у нас ограничение сверху получено вот такое. Идем дальше. Этот результат можно дальше развить. Значит, каким-то образом к нам приходит в голову идея, давайте возьмем произведение простых чисел от корня из n до n. Каким же образом нам в голову эта идея приходит? Ну вот, подумайте. Эта идея, она правда придет в голову, когда думаешь про этот результат. Начинаешь понимать, что если мы возьмем θ от корня из n, то это будет асимптотически меньшая штука, чем θ от n, и поэтому можно, значит, изучить простые числа от корня из n до n. Что мы получим? Мы получим, что этот логарифм равен разности, но выражение слева можно приблизить, нет, можно получить оценку снизу таким образом. Сколько этих чисел от корня из n до n? Это разница уже функции π. Вот столько простых чисел находится в этом промежутке. Мы берем их произведение логарифма. То есть мы как бы берем сумму логарифмов этих простых чисел. И каждая из этих слагаемых точно больше, чем логарифм корня из n. Поэтому мы записываем это выражение и говорим, что оно меньше. Мы получили оценку снизу для этой штуки. Дальше мы делим на логарифм корня из n и получаем вот это. Дальше мы π корень из n переносим вправо и делаем максимальную грубую оценку. Количество простых чисел меньше, чем корень из n, точно меньше, чем корень из n. И в итоге мы эту штуку можем отбросить, огрублив коэффициент альфа вверх немножко. И сказать, что начиная с какого-то большого n, мы можем пренебречь этим слагаемым за счет небольшого увеличения вот этой константы. В итоге мы получили оценку сверху для π от n. Ну, правда, вместо 1.1, как у Чебышева, у нас получилось 2,78, гораздо грубее. Но зато Зато это была полная халява. Вот так вот. Мы на раз, два, три получили два результата. Один для функции θ от n, другой для функции π от n. Окей. Идемте дальше. Давайте запишем вот эту вот VP identity для n факториал и для
биномиального коэффициента bn. Для начала просто функция vp от n, где n прибегает числа 1, 2, 3 и так далее, 128. Возьмем простое число 2. Вот как выглядят степени простого числа 2 в числе n. Такая вот простая функция. Каждое второе число вообще не делится на двойку, поэтому vp равно нулю. Каждое второе число делится на двойку. Вот. Каждое четвертое делится на 2 в степени 2, каждое восьмое делится на 2 в степени 3 и так далее. И vp от n факториал на самом деле это сумма всех этих столбцов. Дальше. Сумму этих столбцов можно посчитать таким образом. Мы можем посчитать количество... Мы можем считать по горизонтали. Давайте я это попробую пояснее. Давайте мысленно представим, что здесь на пересечении с горизонталями тоже есть точки. Тогда сумма этих столбцов, сумма высот столбцов, равна количеству точек вот в этом вот районе, то есть выше горизонтали 0. И получается, что vp от n факториал можно посчитать так. Количество точек на горизонтали 1, количество точек на горизонтали 2, включая вот эти вот пересечения, количество точек на горизонтали 3 и так далее. Если у нас n равняется p в степени k, то количество точек на первой горизонтали равно p в степени k разделить на p, то есть p в степени k минус 1. Количество точек на второй горизонтали равно n разделить на p в квадрате, то есть p в степени k минус 2, если n равняется p в степени k. И так далее. То есть вот для конкретного значения n, равное p в степени k, vp от n факториал получается равно геометрическая прогрессия с q равно p. Дальше. Давайте теперь про bn подумаем. Там у нас vp от 2n факториал равно вот этому. vp от n факториал равно вот этому. И нам нужно из этого вычесть 2 это. Получаем 0. Вот в этих вот точках у нас остаток отделения на p будет не равен нулю. В точках n равно p в степени k. Для других n, которые не равны p в степени k, количество точек на k горизонтали равно n разделить на p в степени k округлить вниз. Вот эти вот скобочки квадратные, недоделанные, они означают как раз округление вещественного числа вниз. Можно рассмотреть вот такой вариант n, p в степени k плюс какое-то маленькое a. И тогда мы получим вот такое выражение для vpn факториал. И вот такое выражение для vp2n факториал. Когда мы вычтем из одного 2 умножить на второе, у нас сократятся вот эти первые части, и останутся только вторые части. И мы их дальше сгруппируем просто вот таким вот образом. Получится сумма таких вот скобочек. Ну, можно было тут вместо а написать просто n. Это не так важно. Получается, что можно эту функцию представить как сумму вот таких вот функций, которая, по сути дела, одна и та же функция f от x, только для x сначала a разделить на p, потом a разделить на p в квадрате, потом a разделить на p в кубе. Вот. Кстати, эти квадратные скобочки прямо-таки работают в математике. Вот функция, про которую я говорю. Фло от 2х минус 2 фло от x. И определим ее. И, например, для простого числа 3 мы будем иметь вот такой вариант для первой скобочки. Вот такую штуку для суммы первых двух скобочек. И так далее.
Смотрите, мы получаем как бы такую фрактальную функцию. Как она устроена? Вначале у нас такие 3 платформы. Потом мы каждую платформу делим на опять треугольник. Только здесь треугольник получается вверх, а здесь треугольник вниз. Потом опять треугольник вверх. Мы как бы каждую платформу разломали на 3 подплатформочки. И, значит, тут серединную подняли наверх, а тут 2 крайние подняли наверх. И здесь опять серединную подняли наверх. И дальше происходит то же самое. Потом мы каждую из этих платформочек опять разделили на 3 части и опять через одну приподняли некоторые подплатформочки. Для пятерки та же самая концепция получается. Только там каждая платформа делится на 5 кусочков, и 2 подплатформочки поднимаются наверх, или 3 подплатформочки поднимаются наверх. Тут опять 2. И так далее. Короче говоря, вполне даже понятно, как устроена функция VP для числа bn. Вот. Здесь как бы в каждой точке x сидит bx, а ось y это и есть значение VP, степень простого числа p внутри bx. Получаем именно то, что мы аналитически предсказали. Следующее наблюдение. Когда мы берем большое количество чисел bn, мы видим, что функцию VP для них можно сверху ограничить логарифмом от n по основанию p. Плюс какая-то константа, которая своя для каждого простого числа, но она как бы маленькая, меньше, чем 1. Когда мы берем логарифмическую ось x, рисуем здесь логарифм от n, а здесь по-прежнему просто VP от числа bn, то у нас получается такая линейная граница. Я здесь добавил 0,1, чтобы было видно вот эти вот синие точечки, которые находятся прямо под желтой линией, если не добавить 0,1. Вот. То есть для двойки получается прямо очень точное приближение максимального значения функции VP. Только надо взять, значит, не логарифм n, а логарифм n плюс 1. Вот эта вот единичка добавляется. И я потом поясню, откуда она прилетает. Вот для пятерки, вот для 19. Везде получается просто линейная функция. Если мы берем логарифмическую ось x. Хорошо. Вот. VP медленно растет, логарифмически. И принимает значение 0, 1, 2, 3 и так далее. Целое значение. Возникает вопрос, а сколько вообще находится синих точек вот на этой линии, на этой, на этой, на этой и так далее. Вот этим мы сегодня займемся как раз. И получим следующие ответы. Среднее значение y для n равно p в степени k равно вот этому. Примерно k пополам минус какая-то небольшая нашлепка для p больше, чем 2. А для двойки такой результат. Мы это прямо докажем. Поехали. Количество значений различных y можно посчитать с помощью функции Талли. Ну, посмотрите, Талли, она как раз считает частоты. 1 встречается 5 раз, двойка встречается 3 раза, 101 встречается 2 раза. Вот, и здесь то же самое. Но мне удобнее пользоваться функцией int Талли. Как она работает? Она выдает те же самые частоты, только не в виде пар, а просто в виде массива частот. На итом месте находится, сколько раз встречается число i. Вот. Смотрите, что мы имеем. Сколько раз VP от Bn для p равно 2
равно нулю? Ответ 0 раз. Сколько раз VP от BN равно единице? 7 раз. Сколько раз равно двойке? И так далее. Мы рассматриваем все b и t, где и пробегает значение от 1 до вот такого n. Видно, что это просто-напросто биномиальные коэффициенты. Забавно, да, получается? То есть в разных биномиальных коэффициентах от b1 до bn частоты различных значений представляют собой строчку из треугольника Паскаля, то есть тоже являются биномиальными коэффициентами. Вот, нарисуем для разных значений m частоты этих степеней от b1 до bn, где n p в степени m минус 1. Вот, треугольник Паскаля, только с оторванными единичками в первом столбце. У этого треугольника есть производящая функция. Вот такая вот. Точнее, это производящая функция самого треугольника Паскаля, без оторванной единички. Чтобы оторвать единички, нужно оторвать отсюда один, отсюда один, отсюда один и так далее. То есть, на самом деле, нужно вычесть единица, разделить на единица минус y. Значит, вот эта вот штука, это все следует из формулы бесконечной геометрической прогрессии. Если вы не знаете эту штуку, вам придется посмотреть самостоятельно. В общем, производящая функция для треугольника Паскаля – это штука простая. Мы при y в степени k хотим видеть k-тую строчку, то есть единица плюс x в степени k. Мы хотим видеть производящую функцию для k-той строчки уже от переменной x. Производящая функция для треугольника – это функция от двух переменных x и y. И она устроена именно таким образом. При y в степени k мы хотим видеть многочлен от x, коэффициенты которого есть числа в k-той строчке треугольника Паскаля. Ну, какого-то треугольника, какого вам там хочется. Значит, вот вариант производящей функции для треугольника с оторванным первым столбцом. Давайте в этом убедимся. Ну, я тут еще разделил на единицу, потому что у нас треугольник начинается как бы со второй строчки. Окей, проверяем. Вот, действительно, как бы тут нету единички, тут нету единички. Единичка оторвалась. Окей. Подобную производящую функцию нам нужно получить и для других простых чисел. 3, 5 и так далее. И тогда мы, возможно, набредем на что-то интересное. Мы получим скоро этот результат. Он будет вот таким вот. И для p равно 3 у нас будет вот такая вот производящая функция. И вот они, строчки этого треугольника. Это каждая строчка – это как бы частоты различных значений VP. Когда мы рассматриваем VP от B1, VP от B2 и так далее, VP от Bn, где n равно p в степени k минус 1, либо не минус 1, это вот посмотрим. Ладно, доказательства этого утверждения я вынужден отложить на конец видео. А сейчас давайте посмотрим на экспериментальные результаты. Давайте экспериментально еще поизучаем нашу функцию VP. И очень часто, когда у вас есть какой-то ряд чисел, имеет смысл рассмотреть частичные суммы этого ряда. Рассмотреть частичные суммы ряда на языке вольфрам-математика означает применить функцию accumulate. Accumulate как раз из ряда чисел делает ряд частичных сумм, где k элемент – это сумма первых k. Вот для p равно 2 как выглядит accumulate. Accumulate от VP B и это VP от произведения битых от 1 до n. Получаем такой график. И видно, что он такой с небольшими пиками, что ли, которые
лучше видно для тройки. Есть такие вот точки максимума. Для них можно получить точное значение accumulate VP BE. Для двойки, в частности, это просто 0,5 умножить на логарифм n плюс 1 умножить на n плюс 1. И когда мы вычитаем вот эту вот функцию, то в точках, в этих вот, где были пики, это степени двойки минус 1. Мы получаем в точности 0, вот в этих вот точках. Когда n равняется 2 в степени k минус 1, то вот это выражение как раз получается 2 в степени k. И здесь я еще домножил на логарифм p, чтобы получить как раз здесь вклад простого числа p в VP от произведения беитых. Вклад в логарифм от произведения беитых. Это я, значит, просто вам говорю ответ. Мы его попробуем получить ниже. В принципе, до него можно было бы, не то чтобы догадаться, его можно было подобрать методом пристрелки. Если с максимумами здесь все понятно, то вот с минимумами, вот этими точками крайними нижними, все гораздо сложнее. Давайте на них посмотрим. Так. Для этого то выражение, которое у нас было, мы разделим на n. Это вполне естественное желание, когда видишь такой график, разделить его на n. Вот что мы получаем. Возникает ощущение, что весь этот график живет в некоторой полоске. И верхняя граница и нижняя граница, на самом деле, потом нам даст тоже верхнюю и нижнюю оценку для p от n или какой-то другой функции для простых чисел. Это мы еще посмотрим. Сейчас нам просто интересно поизучать эту фрактальную функцию и разобраться, как она себя ведет. Здесь ниже я выписал точки n для этих вот всех минимумов. Если для точки максимумов мы имеем 2 в степени k минус 1, и двоичная запись выглядит таким образом, то для минимумов ответ такой. Двоичная запись n выглядит как 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 и так далее. Так, здесь ошибочка. В общем, чередуются 1 и нолик, а в конце иногда встречается нерегулярность, иногда в конце вот эта вот единичка не пишется. Давайте в этом убедимся. Вот. То есть заканчивается либо на 1, 0, 0, либо на 0, 1, 0. По сути дела, каждое следующее число равняется 2 умножить на предыдущее, или 2 умножить на предыдущее плюс 2. Как, например, 42 является 20 умножить на 2 плюс 2. Вот так устроены точки минимума. Это x. А y в точках минимума чему равен? Ну вот тут получаются такие выражения, структура которых более-менее ясна. Ну, во-первых, видим, что все стремится к какому-то пределу минус 0,14, что-то там. Это сложный момент, и вот в этих вот числах так сразу не разберешься. Изучение этих чисел мы пропустим. Пусть это будет для самостоятельного изучения. Итак, для степени двойки верхняя граница – это вот эта штука, а нижняя граница – это вот эта штука. Здесь 0, 2, 0, 7, 4, 4 – это и есть вот это вот число, только надо разделить на логарифм двойки. Потому что здесь вот 0,14 получается после домножения на логарифм p. А здесь я не домножал на логарифм p. Для других простых чисел получается верхняя граница вот такая. Это тоже аналитический результат, который мы докажем внизу.
А этот результат, он не доказан, но он как бы виден. Дело в том, что вот это вот 0,5 – это оценка, которая точно не улучшаемая. Это значение, которое получается в самом первом минимуме, когда p стремится к бесконечности. А самый первый минимум, он очень просто выглядит. Это такая ситуация, когда в VP от B1, B2, B3 и так далее, Bn0 вообще не содержит простого числа p, потому что ни в числителе, ни в знаменателе там нету простого числа p. Пока у нас n меньше либо равно, чем n0. Вот берем n равно p минус 1 пополам. Сначала надо определить, потом задать, потом посчитать предел. Вот, он равен 0,5. Конечно, это не доказательство, это просто так устроен первый минимум. Вполне возможно, второй, третий минимум будет еще меньше. Здесь это не доказывается. Конечно, число 0,5 для каждого отдельного простого числа можно заменить на что-то меньшее по модулю. Сейчас я нарисую картинку, и, наверное, станет все яснее. Вот здесь вот вычисляется минимум для конкретного простого числа на промежутке от 0 до 16 тысяч. Здесь вот показаны первые 15 простых чисел и еще число 71. Зачем-то я так сделал. Вначале вот для двойки 0,20. А дальше все больше и больше, все ближе к 0,5. Вот, например, ситуация, как выглядит график для p равно 5. Тут первый минимум находится здесь, второй и третий минимум, они находятся примерно на том же уровне, минус 0,4. Если взять 0,7, как это так получается? Давайте сделаем manipulate. И нарисуем вот нашу разницу. Правда, минус наше приближение n плюс 1 умножить на логарифм n плюс 1. Эта функция, это просто 0, горизонтальная линия. А это другая горизонтальная линия, которая получена, ну, вот здесь вот. Какая-то своя константа для каждого простого числа, а константа получена просто как минимум фактически среди первых 16 тысяч n. Давайте поэкспериментируем. p равняется 2. Первое простое число. Тройка. Уже минус 0,4 с чем-то. Дальше поменьше по модулю получилось. Еще поменьше по модулю. То есть p равно 7. Самое меньшее. А потом опять начинается постепенный рост вот этого числа. С увеличением p вот этот вот минимум растет очень медленно. Первый минимум растет очень медленно и приближается при p, стремящемся к бесконечности, к минус 0,5. И как мы видим на примерах простых чисел маленьких, второй и третий минимум и следующие, они не сильно отклоняются от первого минимума. Аналогичное изучение минимумов можно сделать для p равно 3 и других p. Максимумы находятся в точках p в степени k минус 1. Вот в этих вот n. А поичная запись этих чисел выглядит как вот, число, состоящее из цифры 2 для p равно 3. А для p равно 5 тут бы стояло 4. Минимумы – более сложная штука. Ну, я опять тут сделал как бы зум вот в эти вот места и посмотрел, чему равняется n. И выписал первое значение – 13, 40, 121 и так далее.
Смотрим, как они устроены. Устроено очень просто. Это число, которое в p-ичной записи состоит из одних единичек. Вот здесь находится минимум. Видно, что численные значения медленно-медленно по модулю растут. И, скорее всего, имеет какой-то предел, который по модулю меньше, чем 0,5. Изучение этих минимумов – сложная штука. Короче говоря, можно заниматься изучением минимумов для разных p и попытаться догадаться, чему равен этот предел минимумов. На что я хочу обратить внимание? Я хочу обратить внимание, что вклады разных простых чисел в Accumulate VP BE, эти вклады примерно одинаковые. Вот вначале прямо как бы вклады от разных простых чисел в алгоритм от Accumulate VP, они как бы друг друга все время обгоняют. Не верю, что это верное утверждение. Утверждение, что для любых двух простых чисел и вклады постоянно обгоняют друг друга, и никогда ни один вклад не доминирует над другим до конца, до бесконечности. Число p равно 2, оно, видимо, особенное все-таки. Вот. А с остальными там сложно. Сейчас давайте я поясню. Вернусь чуть-чуть назад. Смотрите, что мы получили. Мы получили, что вклад от простого числа p равен его VP умножить на логарифм. Давайте возьмем вот это вот значение, домножим его на логарифм p. И что мы получим, когда мы внесем этот логарифм p внутрь скобки? Вношу. Здесь исчезает p и становится просто логарифмом по основанию натуральному. А здесь происходит домножение. Вот и получается, что вклад простого числа p, он как бы в основном это n плюс 1 на логарифм n плюс 1 для любого простого числа p. То есть как будто бы вклады вот, от всех простых чисел одинаковые асимптотически. n плюс 1 на логарифм n плюс 1. Если бы вот не эта небольшая добавка, которая все-таки зависит от p, но она заметно меньше, чем вот это, и поэтому ей можно как бы пренебречь и грубо сказать, что вклады одинаковые. И, возможно, даже утверждение о том, что они все время друг друга обгоняют, верно для больших p, потому что вот это число, оно по ходу стремится к нулю. Потому что вот это число стремится к нулю, и на фоне вот этого числа 0,5 или 0,4, что там стоит, это уменьшается до нуля при больших p. И большие простые числа, они точно себя так вот ведут, обгоняя друг друга внутри b-итых. Ладно. Идем дальше. Давайте уже перейдем к другому нашему важному утверждению. Вот к этому первому утверждению. И теперь давайте запишем, что вклад простого числа p в логарифм от b1, b2, b3 и так далее, bn меньше либо равен, чем вот это. Поскольку у b-итого есть оценка вот такая, что мы можем сделать? Мы можем записать это неравенство, упростив b-иты до оценки 2 в степени 2n. Давайте проделаем это. Из этого утверждения про приближение bn и из того, что я называю VP Identity, мы получаем алгоритм от произведения равняется nn плюс 1 на логарифм двойки. Это вот следует из приближения, что b-ита равняется 4 в степени i. А вот из этого утверждения, заменяя логарифм p на VP, на вот это выражение, умножить на 1/2,
мы получаем такой ответ. Поскольку вклад каждого простого числа примерно один и тот же, вот и получается, что мы тут имеем количество простых чисел, которые входят внутрь b-итого, внутрь произведения b-итых от 1 до n, умножить на размер этого вклада. Получили эти две штуки, и теперь записываем неравенство. Тут надо разобраться, в какую сторону оно направлено. И получается, что π от 2n больше либо равно, чем вот эта вот оценка здесь, разделить на вот эту оценку, которая предел отсюда. И мы получаем, что π от 2n больше либо равно, чем вот эта штука, или больше либо равно, чем 0,69 от n логарифм n. Вот так вот. Вот такой вот шаг мы сделали к Prime Number Theorem. Мы не доказали, что этот предел есть, но доказали, что вот эта величина ограничена снизу числом 0,69. Это я пропущу, тут, похоже, какая-то ерунда написана. Что еще хочется мне тут вам рассказать? Ну ладно, давайте перейдем уже к попытке доказательства того, что максимум приближается как n плюс 1 на логарифм n плюс 1 по основанию p. Для этого нам понадобится нарисовать производящие функции для треугольников. Значит, мы уже рисовали треугольник для VP для частот значений VP b-итых для p равно 2. Получилось, что это прямо-таки треугольник Паскаля. Так. Треугольники для p равно 3, 5 и 7, они выглядят таким образом. Очень интересная задачка попытаться кракнуть этот треугольник, разобраться, есть ли тут какие-то рекуррентные зависимости. Ответ такой: есть. При этом мы можем выбирать себе самые разные варианты для рекуррентной формулы. Например, можно вот это число, ну точнее, вот любое число в этом треугольнике, представлять как линейную комбинацию чисел, которые стоят вот здесь вот. Коэффициенты в этой линейной комбинации такие получаются: 2, 1, 2, 4, 8, 16 и так далее. Давайте я продемонстрирую, что это так. 1072 – это вот эти вот числа, сложенные с коэффициентами 2, 1, 2, 4, 8, 16. Точка в математике соответствует скалярному произведению. И получается как раз линейная комбинация чисел из этого ряда с коэффициентами из этого ряда. Можно выбрать другой вариант рекуррентной формулы. Можно записать, что вот это число зависит как сумма вот этих чисел. И как ни странно, коэффициенты будут теми же самыми степенями двойки. Вначале некоторая нерегулярность 2, а потом идут степени двойки. Можно выбрать вот такой вариант и записать это число как линейную комбинацию этих чисел. Но там зависимость сложнее получается. Можно вот такую формулу придумать, рекуррентную. Кстати говоря, для треугольника Паскаля то же самое верно. Просто, скажем, вот в этом варианте у него будет например, вот здесь у него, кажется, будут сплошные единички в качестве коэффициентов. В треугольнике Паскаля тоже можно выбирать разные варианты рекуррентной формулы. Не только сумма двух сверху стоящих. Поизучайте этот момент. В общем, здесь я показываю, что существуют самые разные варианты рекуррентной формулы. И самая простая по угадыванию – это вот эта формула. Здесь просто стоят в степени двойки для p равно 3. А для p равно 5, давайте посмотрим, для p равно 5, что мы получим? Мы получим вот такую шестую строчку треугольника.
Можно попытаться, кстати говоря, угадать явную формулу через какие-нибудь факториалы, и для этого можно разложить эти числа на степени простых чисел. Но здесь вот ничего не видно интересного. Видны простые вещи, типа 3 в степени 6 первое число, и 3 в степени 5 умножить на 2 последнее число. А вот внутри там не догадаешься. Вот треугольник, где p равно 5. И здесь получается такая штука, что опять, значит, число, например, 3970, вот это вот, записывается как линейная комбинация этого и этого числа с коэффициентами 3, а дальше идет геометрическая прогрессия с q равно 3. Каждое следующее число в 3 раза больше, чем предыдущее. И начинается с четверки. Для p равно 7. В общем, эти рекуррентные формулы угадываются, а потом доказываются. И мы получаем следующее. Из этих рекуррентных формул мы можем вывести производящие функции для треугольников. Из этой производящей функции мы можем получить оценку среднего значения. Это очень просто. Вот у нас, значит, треугольник, какая-то конкретная пятая строчка. Чему равняется среднее значение степени внутри этой строчки? Мы в качестве весов берем коэффициенты из этой строчки. Получается следующее, что количество всех элементов строчки – это сумма коэффициентов. Это и есть количество индексов i, которые мы прибегаем. А в числителе мы должны записать, что 10 раз мы получаем степень 2, 10 раз мы получаем степень 3, 5 раз мы получаем степень 4, и 1 раз мы получаем степень 5. Вот руками вычисленное среднее значение степени двойки внутри Боитова. Как это можно было бы записать, вот это выражение, через производящую функцию строчки? А вот так вот. Можно взять производную от этого многочлена, и как раз произойдет то, что нам нужно. Эта десятка умножится на двойку, эта десятка умножится на тройку, эта пятерка умножится на четверку, а вот эта единичка умножится на пятерку. Только надо потом x подставить равным единице. Совпадает это с этим. Вот это вот выражение, когда мы берем производную от функции и делим на свою функцию, это то же самое, что и производная логарифма от этой функции. У нас все просто. К-тая наша строчка, коэффициент при y в степени k, это вот эта вот штука. 1 плюс x в степени k без единички. И мы можем просто посчитать, чему равняется вот это вот выражение логарифмическая производная в точке x равно 1. Вот мы получили ответ для двойки. И видно, что постепенно это все стремится к 0,5. Хорошо, теперь для тройки. Вот наш треугольник. Вот рекуррентная формула, которую мы выбрали. Как из рекуррентной формулы получить саму производящую функцию треугольника? Давайте введем обозначение f и t. Пусть при y в степени k у нас стоит fk. Утверждается, что из рекуррентной формулы, вот этой вот, она записана для конкретного случая, но так в некотором смысле удобнее, получается, что fn от x может быть получено из двойка умножить на fn минус 1 от x. Вот это самая двойка. Плюс, то есть мы взяли ту же самую степень x, ту же самую вертикаль, но строчку предыдущую. А предыдущая строчка это как раз n-1. Потом мы возьмем предыдущую строчку n-2.
Но здесь уже надо сместиться влево, поэтому здесь возникает умножение на x. Чтобы вот это число оказалось при степени x, которая это, надо домножить fn-2 на x. Дальше вот эта двойка идет уже с предыдущей строчки. Потом четверка, потом восьмерка и так далее. Вот и получается, что fxy, теперь мы уже про fxy думаем, может быть получено из fxy же таким способом. 2y это означает, что берем предыдущую строчку, то есть на y умножаем, это и означает, что к нам теперь в yk, y в степени k, прилетит нечто от y в степени k минус 1 из того же самого треугольника. Потом мы берем из строчки n-2 за счет того, что мы домножим ту же самую функцию fxy на y в квадрате. И еще нам нужно сместиться влево, поэтому умножение на x происходит. Здесь, что стоит здесь? Это хороший вопрос. Это просто подбирается и выясняется, что же здесь надо подставить. В итоге мы получаем вот такое выражение. Здесь идут вычисления, где я как раз подбирал вот это выражение, которое надо поставить в числителе. А знаменатель, он следует из рекуррентной формулы. Таким образом, для p равно 3 мы получаем вот такую производящую функцию треугольника частот. Здесь просто я убеждаюсь, что ответ правильный. И эти коэффициенты есть ровно то, что я видел в треугольнике, вычисленном явно руками в правдивом треугольнике. Ладно, это все очень сложно и затянется на бесконечное время, если я не буду пропускать. Аналогичные вещи можно проделать и для p равно 5, 7, 11 и получить ответ. Ответ записан у меня здесь. Мы получаем, что для биномиальных коэффициентов частоты простых чисел, треугольник частот простых чисел для n равно p в степени k записывается вот такой производящей функцией. Как мы дальше поступаем? Как из этого ответа получить среднее значение степени? Мы берем знаменатель и изучаем его корни относительно y. Зная корни, мы можем разложить его на комбинацию двух вот таких простых дробей. Единица разделить на y минус первый корень, вот это вот страшный корень, и единица разделить на y минус y2, второй страшный корень. Когда вы раскладываете такое выражение, у вас получается какая-то линейная комбинация простых дробей. Вида единица разделить на y минус y и t. Какие здесь коэффициенты, зависит от ситуации. Здесь у нас получились коэффициенты 1 и минус 1. И еще разделить вот на эту штуку, не зависящую от y. Проверяем. Правда. Это чисто единица разделить на знаменатель. А если у нас есть какой-то числитель, вот мы его просто добавляем. На основании этого разложения мы сейчас получим ответ. Вот эти вот штуки понятно, чему равны. Это опять как бы формулы бесконечной геометрической прогрессии. Поэтому мы здесь записываем одна геометрическая прогрессия минус вторая геометрическая прогрессия. Этот коэффициент берем, проверяем. Хорошо, я тут писал для пятерки. Давайте до пятерки вернем. Проверяем. Четвертая строчка для p равно 5. 81, 189. Это я как бы получил ответ для этой штуки. Вот. Чтобы получить ответ для этой штуки,
нужно проделать простую вещь. Коэффициенты bn, которые стоят здесь при y в степени n, получаются вот по такой формуле из коэффициентов этой штуки. Проверяем. И действительно, вот эта вот вещь равняется это выражение минус x умножить на вот это выражение. 162 это 189 минус 27. Мы берем, вычисляем сначала руками число, в которое мы верим, а потом проверяем. Да, правильный ответ. И вот оно, момент истины. Чему равняется среднее значение степени в к-той строчке треугольника для простого числа p больше, чем 2. Это все упрощается до такого вида. И вот они ответы. Среднее значение для n равно p в степени k. Среднее значение для n равно p в степени k минус 1, что более правильно оказывается, оно другое. Надо вот это домножить на p в степени k и разделить на p в степени k минус 1. Потому что, как мы помним, Vp от p в степени n, где равняется p в степени k, оно равняется нулю. То есть мы можем захватывать bn, а можем не захватывать. Это не важно. bn для этого n имеет нулевую степень числа p внутри. Ох, наверное, это все очень сложно на слух воспринимать. Дальше это для двойки. Для n равняется 2 в степени k минус 1. А вот не средняя, а как бы сумма степеней простого числа p внутри b-итых. Похожие получаются выражения, только здесь для p больше, чем 2, получается это вот нашлепка. Здесь ниже я поясняю то, что проговорил устно, то, что Vp от b в степени k равняется нулю. Это мы уже обсуждали выше. И то, что Vp от этого произведения совпадает с Vp от этого произведения, как результат. И это и есть вот эти вот функции, которые я внизу выписал. И вот что мы получаем для этих конкретных n. Вот такой вот ответ. Абсолютное равенство, когда n равняется p в степени k минус 1. Почему это максимум? Ладно, пусть это будет домашним заданием. Почему здесь надо поставить знак меньше либо равно? Почему вот эти n и есть точки максимума степеней простого числа p внутри произведения? Мы начали с довольно-таки школьных методов. Мы просто заинтересовались степенью простых чисел внутри чисел Каталана. А дальше шли в том направлении, где нам дорога открывалась. Конечно, надо иметь некоторый опыт, чтобы взять и просто задать себе такой вопрос. Сделать такое наблюдение про простые числа. А давайте-ка посмотрим на произведение всех простых чисел, которые располагаются в промежутке от n до 2n. Или давайте посмотрим на вклад разных простых чисел внутри произведения b-итых. Такие вопросы надо уметь себе задавать. И в этом основная тайна творчества математического. Дальше дело техники и усидчивости. Так получилось, что числа Каталана и срединные биномиальные коэффициенты могут пролить свет на асимптотики вот этих вот функций. Ну, точнее, на то, чтобы их ограничить снизу и сверху. Мы использовали простое равенство, то, что любое число x есть произведение простых чисел. Но после взятия логарифмов оно записывается в таком вот как бы более сложном виде. И на основе треугольника частот степеней простого числа p внутри b-итых мы получили оценки некоторые. И важным
промежуточным шагом у нас было получение производящей функции для треугольников частот. И теперь мы с вами знаем, как ограничить вот это вот AN, которое стоит в формуле для Pn. Pn это примерно n разделить на логарифм n. И мы доказали, что множитель AN, который определяется просто вот этим равенством, он в какой-то момент, начиная с какого-то n, начинает бегать в этом промежутке. Правда заключается в том, что предел AN равен единице. И это важнейшая prime number theorem. Она была доказана в 1896 году с помощью зета-функций Римана. И, по сути дела, эта теорема эквивалентна доказательству того, что зета-функция Римана имеет полюс в точке 1, полюс в степени 1, и что все нули этой функции находятся левее вертикальной прямой с вещественной частью равной единице. Чобышев доказал очень интересное утверждение, он был близок к этому пределу. Он доказал, что если предел существует, то он равен единице. Но вот именно его существование оказалось большим вопросом. И оказалось, что сейчас у нас есть доказательство, основанное на теории функции комплексного переменного. И это достаточно необычно, что теорема по простые числа требует знания вот этого всего, аналитических продолжений и теории функций комплексного переменного. Сейчас это уже не неожиданность, а, наверное, тогда это было таким очень интересным коннекшеном между двумя областями математики. У нас есть множество неотвеченных вопросов про точное значение этой нижней границы дельта π и про среднее значение вот этой вот фрактальной функции. В некотором смысле более простой подход к доказательству этих неравенств можно найти в интернете вот здесь, например. Замечательный курс про аналитическую теорию чисел. Он такой систематический, он как раз идет от теорем. Надо доказать теорему, и мы начинаем каким-то непостижимым образом вытаскивать с неба леммы, чтобы добраться до нужной нам теоремы. Но зато гораздо быстрее это все происходит, гораздо яснее. Все там основано на формуле суммирования Абеля. Формула Стирлинга – это тоже частный случай формулы суммирования Абеля. Рекомендую вам изучить этот курс. Я его просмотрел, очень понравилось. Правда, там забавно, на второй лекции пропадает звук наполовине. Смотришь как раз самую важную часть с доказательством без звука. На сегодня все. Всем удачи. Пока.